Друзья, всем привет! С вами Айман Яскараева, юрист в Дубае. В данном видео мы затронем тему о том, если у вас имеется задолженность на территории Объединенных Арабских Эмиратов, и вам необходимо будет оформить судебное дело, гражданский иск возбудить, то на какие вопросы вам необходимо сначала дать ответы, и я расскажу вам поэтапно по каждому вопросу, почему это важно. Данная информация, друзья, она будет полезна не обязательно для тех, кто имеет задолженность на территории ОАЭ. Это, в принципе, при любой задолженности очень важные вопросы, которые необходимо будет поднять. Первый и самый главный вопрос, друзья, это сумма задолженности. На какую сумму у вас имеется задолженность, очень важный вопрос. Вообще сама процедура, это мероприятие по возбуждению иска, она дорогостоящая, тем более в Эмиратах это на самом деле очень дорого, и насколько это будет рентабельно для вас. Во-первых, это важно. Во-вторых, как вообще оценивается сумма иска, государственная пошлина, комиссии, гонорары адвокатов. Все это оценивается в зависимости от суммы ваших требований. Второй немаловажный вопрос, друзья, который вам необходимо будет себе задать. И опять же, здесь в целом общая юридическая такая, скажем, более консультация, наверное, более информация. Это в целом, какие доказательства у вас имеются, какие у вас отношения были, закреплены ли они договором, есть ли у вас совместная переписка, есть ли у вас какие-то квитанции, подтверждающие порядок оплаты, который прошел. И все эти вот письменные именно доказательства важны. Эти документы, друзья, важны для того, чтобы понимать в целом, сможете ли вы в последующем объяснить суду, а должным образом подтвердить, что у вас были отношения, что вы договаривались на определенную оплату, суммы есть закрепленные, сколько прошло денег, сколько недоплачено. То есть все эти моменты очень важны для того, чтобы в последующем вы могли должным образом подтвердить это в суде. Еще одним важным вопросом, друзья, является вообще между кем заключались эти договоры. Если вы представляете себя как компания, либо ваш должник является юридическим лицом, либо это физические лица, тоже очень важно в этой ситуации, потому что в целом, когда вы судитесь с компанией, вы судитесь с юридическим лицом, и, соответственно, вам необходимо собрать пакет документов на юридическое лицо. Здесь будет немножко характер отличаться от ежели, если вы будете идти и взыскивать задолженность у физического лица. Если далее вникать в целом вообще в организационно-правовую структуру, есть юридические лица, которые отвечают всем своим имуществом по обязательствам, которые они не смогли выполнить перед своими кредиторами. Если мы говорим о физическом лице, то опять же его ответственность ограничена только тем, что он имеет, каким имуществом он располагает. Очень часто известны случаи, когда даже если ваш кредитор, физическое лицо, кажется состоятельным человеком, но на него ничего не оформлено. Эти моменты имеют существенное значение, друзья, до того, как вы оформили иск. Еще одним немаловажным вопросом является также срок вашей задолженности, когда возник. Вообще это необходимо понимать, друзья, в первую очередь для того, чтобы исчислять срок исковой давности. В юриспруденции есть понятие срока исковой давности, когда вы не можете требовать выполнить обязательства, если проходит определенное количество времени. Это, как правило, измеряется годами. Еще один очень важный вопрос, друзья, для того, как вы подали иск в суд, необходимо посмотреть вообще, что вам известно о финансовом состоянии вашего должника. Конечно, этот вопрос является более таким тривиальным, потому что мы не можем быть уверены, что даже если вы проверили, что на момент вами подачи иска в суд у вас должник, в принципе, была серьезная компания, может быть, это было физическое лицо с большими, скажем, активами в жизни, но пока вы просудились, пока вы вынесли решение, так может случиться, в принципе, даже если вы были уверены до подачи иска, что все было с финансовым состоянием вашего должника в порядке, то в последующем, возможно, он просто переписал, либо обанкротился. То есть, конечно, есть механизмы блокирования счета его, либо его активов, но, опять же, это не всегда бывает успешным. Зависит от категории дела, и в целом рассчитывать на то, что после того, как вы пройдете суд и в конечном итоге получите свою задолженность у вашего должника, это тоже не факт. Еще один важный момент при определении вообще начала процедуры судопроизводства – узнать, где находится ваш должник, то есть насколько юридически он закреплен за каким эмиратом. Например, если
вы судитесь в Объединенных Арабских Эмиратах, вы можете подать по месту именно нахождения должника. В целом запрашивают, то есть если это какой-то другой Эмират, не в Дубае, он является резидентом и место его постоянной регистрации, либо это страна пребывания главного органа юридического лица. То есть такие вещи очень важны для того, чтобы вы правильно подали документы именно по месту регистрации суда и где ваши процедуры будут проходить. Ну и, соответственно, по месту нахождения, по месту подачи вы будете руководствоваться законодательством того Эмирата, то есть в отличие от, например, если вы федеральный закон в целом распространяется, но каждый Эмират имеет свои определенные нюансы и свои внутренние законодательные акты, регламентирующие те или иные порядки, и в целом юридическая практика также может быть другая. Самый последний, но не менее важным вопросом, друзья, является вообще в целом наличие у вас всех данных на вашего должника. Имеются ли у вас документы на юридическое лицо, если это компания, учредительные документы, лицензия, есть ли у вас вообще понимание, где они находятся, куда вам отправлять в последующем соответствующие исковые требования, может быть, это будет legal notice, это юридическая претензия. Также очень важным вопросом является, имеете ли вы в целом его email, адрес официальный, если это физическое лицо, опять же, место регистрации, место жительства вашего физического лица, его email, его контактные данные, номер телефона, его паспорт, копия у вас, ID. Видите, насколько важно знать эти документы у вас, иметь на руках, если вдруг у вас будет спор. Поэтому я часто рекомендую до начала вообще подписания каких-либо документов в первую очередь запрашивать у вашего партнера, контрагента вот эти соответствующие, сопутствующие документы и прописывать их в договоре. Друзья, это была попытка объединить в целом, так, дать общее представление по документам, какие вам нужны сведения, в принципе, до начала процесса взыскания задолженности, почему это важно. Я надеюсь, что эта информация была вам полезна, надеюсь, что она в целом вам не понадобится, и у вас все будет в порядке, но в любом случае полезно знать и иметь в виду, что вот необходимость таких документов возникает на стадии до решения вопроса о подаче иска в суд. С вами была Иман Ескараева, юрист в Дубае. Спасибо вам большое за внимание. Ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на меня в YouTube-канале, в Instagram-канале. Также я веду в Telegram рассылку по всем изменениям законодательства Объединенных Арабских Эмиратов на английском и на русском языках. Подписывайтесь, будьте в курсе и желаю вам успехов.